Интересно. Пройдя свой первый тернистый путь, Сабатье выучила для себя важный урок. Горячая голова и пылкое сердце не всегда приводят к благополучию. Кто бы это ни сделал с тобой, он так просто не отвертится, я обещаю тебе. Лучше один раз попробовать горький опыт, чем всю жизнь смаковать сладкие иллюзии. Ах, где же мои манеры? Позвольте представиться. Я леди Мираж, ваша преданная слуга и проводница в этом гнетущем мире. И я хочу задать вам вопрос. В этом мире, где идет война, уязвимы ли мы нашей любовью к другим? Возможно ли, что такая любовь может стать источником силы? Это вопрос, который должен решить за себя каждый воин. Волоса, легкий танец в теплых вечерах. Ветер твой подарит взгляд. Улыбнусь, шаг на лугах. Увидишь песни ветра, зажег огонь в груди, ты слышишь песню ветра. Нет, Таня, не ходи туда!
всего лишь сон. От своей первой стажировки я ожидала многое, но... Что бы такое? Пожалуй, к этому не мог меня подготовить ни один инструктор. Обычная проверка моих навыков после обучения обернулась тем, что мне пришлось столкнуться с первым серьезным делом о похищениях. И пусть я сумела найти пропавших детей и спасти единственную выжившую девушку, боюсь, от того, с чем я столкнулась, в моей памяти останутся шрамы, которые еще долго-долго не будут заживать. Однако, несмотря на плачевное окончание моего первого рейда, желание работать в полиции только укрепилось. И хотя я смогла отомстить за смерть погибших от рук того Борова, надеясь, что души несчастных наконец могли упокоиться с миром. А что до меня? Я брошу все силы для того, чтобы никто из невиновных больше не пострадал. Это мой долг как сотрудника полиции. А еще меня распирало любопытство, что больше собираются сделать с несчастным Мильдерном за то, что тамошние власти не сообщили силовым структурам Рейха о преступлениях крупного масштаба. Хотя, чего я несу? Очевидно, что Боши устроили. То есть вы знали о том, что происходит в вашем городе, и вы умолчали. Ваше поведение — поведение предателей, нарушивших закон. А для нарушителей есть только один выход. Казнить их. Вас уже заждались в аду, смутьяны. И да смилуется Мортис над вашими жалкими душонками. Уберите этот мусор. Das könnte ich mir immer wieder ansehen und das mache ich auch. Aber jetzt... Начало положено, капитан. И все же я предпочел, чтобы эти свиньи были преданы суду. Похвально, капитан, что вы следуете уставу. Но если великий вождь ввел мгновенную систему правосудия, то так тому и быть. Вам ли не знать, что наш удел быть покорными и выносить приговоры? Я, кажется, понял. Ностальгируете по былым временам в полиции? Не в бровь, а в глаз, гер-полковник. Вы уже не первый год служите в рядах Шторма Ужаса. Пора бы уже привыкнуть к нашим методам. Верно. Хоть оно и было в прошлом, но я стараюсь не обходить инструкции, которые учил еще с полицейской академии. Есть хорошие новости, Билли. Мы нашли логово похитителей, в точности, как было указано в рапорте. Думаю, полковнику стоит взглянуть, что мы тут откопали. Понял, уже идем. Изволите осмотреть место преступления, гер-полковник? Seid vorsichtig, wir haben hier einen kleinen Einschlagkrater vor uns. Passt auf, wo ihr hintretet. An diesen Wänden hier sind symmetrische Einkerbungen in 45 Grad Winkeln. Seit 150 Jahren hat keiner mehr eine E-34 Bohrausrüstung benutzt. Selbst ich kenne sie nur aus Büchern. Ich werde die Kolonie anfunken. Offensichtlich hat hier draußen jemand rumgepusht. Jen, das hier wirst du sicher sehen wollen. Circa 30 Meter. Das ist auch richtig. Genau so. И какой идиот не проложил сюда дорогу? Тот, который хотел как следует скрыть свое логово. Вы как раз вовремя, гер-полковник. За короткое время мы нашли 15 трупов, и 14 из них принадлежат детям. Кто 15-й? Прошу. Какая прелесть.
свиная поджарка. Скончался от многочисленных ожогов. Пожар был такой сильный, что у него не было шансов спастись. Пожар? Сюда, пожалуйста. Когда сюда прибыли эксперты, тут еще был пожар. Поэтому пришлось вызвать бригаду на борьбу с огнем. Причину возгорания удалось установить? В этом нет необходимости, герполковник. В рапорте одного из полицейских четко указано, что возгорание произошло по причине разлития горючих веществ и применения газовой горелки. Чуть не спалили место преступления. Не похоже, чтобы такое могли учудить профессиональные офицеры на вроде Дельгадо и Цабле. Что за дилетанты тут работали? Прямиком из училища. Офицер еще совсем зеленый, не стрелянный. А затем мы нашли это. Полицейский картуз, сшитый на зверян вида грызунов. Бирка внутри не сгорела, на ней указано «И.Д. Сабатье». А, та самая крольчиха? Впечатляюще для простого курсанта. Для меня все зверяне на одно лицо. Билли, мне нужно увидеть место проведения экзекуций. Это вон в ту дверь. Помещение, пострадавшее от пожара, являлось чем-то вроде мастерской. Почти все тела выпотрошены, а некоторые и вовсе расчленены. Как бы я ни не любила зверян, это ужасно. Постойте. Чем расчленяли тела? В соседнем помещении мы нашли бензопилу. Вернее, то, что от нее осталось после пожара. Предположительно, ей орудовали. По крайней мере, конечности грубо отсечены. Не сходится. Что не сходится? Да ладно, Крайт. Думаю, бессмысленно углубляться в подробности. Преступник мертв. Нет. То есть как? Ну как? Приметы не совпадают. Раны на теле девочки нанесены когтями. Не свиными копытами, а именно когтями. Причем не маленькими. Очевидно, что тот свин работал не один. Предположительно, его роль заключалась в том, чтобы избавляться от тел. Так что настоящий преступник еще не пойман. Полагаю, это наш клиент, за которым мы уже давно охотимся. Что ж, блестящая дедукция, капитан Карбак. Он просто слишком дотошный и внимательный. Вам следует у него поучиться, Вильгельмина. Капитан Крайт Карбак – один из лучших наших сотрудников. К тому же кавалер 2 железных крестов. Рано мне еще приписывать лавры, герполковник. Все трупы обработаны бальзамирующей жидкостью, кроме тела этой девочки. Возможно, не успели, учитывая, что она мертва чуть больше суток, поэтому... Стоп! Больше суток? Что тебя удивляет, Билли? Но ведь в рапорте Ирене Сабатье сказано, что она контактировала с девочкой на протяжении сегодняшнего дня. Живой девочкой. Мне кажется, или офицер Сабатье играет в темную, или... Или то, что скоро в это место нагрянут агенты военно-оккультного департамента. Предлагаю заранее оповестить их. Я не могу каждый раз дергать ввод, как только мы столкнемся с нечто, что хотя бы отдаленно напоминает паранормальные явления. Поэтому я настаиваю на первой догадке. Офицер Сабатье явно лукавит. И вообще, что мы о ней знаем? Ирене Дарин Ахайрах Ди Сабатье, 22 декабря 1998 года рождения. 19 лет, новоиспеченный сотрудник полиции. И еще... При всем моем уважении, герполковник, как штатный псионик,
Я обязан проинформировать, что чувствую в этом месте витание Ваджры. Так или иначе, но я считаю, что департамент должен быть оповещен. Ладно, разберемся в штабе. А пока я хочу, чтобы это место и весь город поместили под карантин. Никого не впускать и не выпускать. Офицер! Стоять! Это запретная зона! Господин офицер, пожалуйста, скажите, что с моей дочерью. Умоляю, не молчите! У тебя проблемы со слухом, зверянская морда. Знаешь, что бывает с наглецами, которые распускают руки? Могу показать наглядно. Отставить. Но... Ты мой приказ услышал, штрафник? Или назад в камеру захотел? Опусти ствол. Слушаюсь, герр Гауптман. Идите домой, госпожа. Это не место для гражданских лиц. Капитан, вы тогда не договорили. Какие ваши догадки по поводу убийцы? Если в этом не замешано что-то сверхъестественное, то он не мог уйти далеко. Полагаю, что клиент попытается затеряться в Нижнем городе. Как и всякое отребье. Мы и так тебя не видели достаточно долго, а ты только вернулась и сразу обратно. Прости, пап, долг зовет. А мы так надеялись, что ты передумаешь, солнышко. Анхела. Дай старушке поворчать. Какая старушка, мам? Тебе всего 35. Ирене, Да. ты знаешь, мы с мамой несколько расстроены твоим выбором. Я считаю, что Нижний город не для тебя. Эх, дай хоть обниму. Обещаю, я буду осторожной. Именно это мы и хотели услышать. Не забывай нас навещать, Ирене. Конечно, каждое воскресенье. Ну ладно, мне пора. Не скучайте без меня. Как увидишь Владимира, передай ему, чтоб заехал на огонек. А то мне скучно без этого старого прохиндея. Обязательно. Ах, как она выросла. Почему 19 лет пролетели так быстро? Дай ей свободу, Анхела. Наша дочь далеко не так наивна, как ты думаешь. Я знаю, любимый. Но все же служба в полиции так опасна и трудна. Я все боялась, что она повторит мой опыт. Это какой? Она, в отличие от меня, не забеременела в 16 лет. Я тогда не знал, что тебе было только 16. Ой, ты сам был мальчишкой сопливым. Впрочем, и сейчас не сильно изменился. А, миамор? Буэна, буэна. Теперь о войне. К настоящему времени военная кампания Рейха на планете Земля проходит удачно. Всего за одну неделю наша доблестная армия захватила целый континент. Противник несет колоссальные потери как на передовой, так и в тылу. Was gibt's da zu lachen, Edwards? Der Beste, der Besten, der Besten. Sir! Mit Auszeichnung! Der Typ ist total aus dem Häuschen und weiß eigentlich überhaupt nicht, warum wir hier sind. Das finde ich nun mal wirklich komisch.
Schatz, willst du Spaß haben? Sei nicht schüchtern. Beide. Ja, Schweinearsch. Küss mich, Süße. Guten Kuss, Liebhaber. Sie hat dich gut gemacht. Санитита. На связи имперский вестник и глава Министерства пропаганды империи Аман Рорк. Иногда во имя общего блага приходится пачкать руки в крови. История знает немало подобных примеров. Бывает, что тех, кого окрестили тиранами, добивались благой цели ради выживания государства. Иногда прибегая к жестоким методам, а иногда сокрушая тех, кто еще хуже. Как говорит Черный Псалм, у тех, чьи сердца наполнены светом, не может быть никакого компромисса против сил тьмы. Но для остальных добродетель и долг являются такими же товарами и покупаются, и продаются. Кому стоит верить? Легкий бриз и закат стали ближе, облака горят, голос тише. Мы зашли далеко, все понятно, улетим навсегда и буду рядом. Утонуть себе не боюсь, поддаюсь силам бурных течений. Я тебе до конца боюсь, повинуюсь без лишних мучений. Утонуть тебе не боюсь, накрывает силой прибоя. Я тебе до конца растворюсь, и ты мое море. Уведет за собой